день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях проект Nothing Sapiens, Тимур Зелиев и Ирина Панюшкина. Вас я прошу поставить лайк и подписаться, если еще не. Поставьте, пожалуйста, лайк авансом. Если вам не понравится, вы потом просто всегда можете забрать. На тот момент, когда мы встретились, я работал в компании «Мукла». Ага. И Ирина приехала ко мне и тоже начала работать на подхвате компании «Мукла». И проект тогда еще я начинал тренироваться делать первых полиуретановых кукол, и они даже были самые первые в 2010 году, они были болталки. Угу. То есть у них были в полиуретановые части вставлены металлические петли. И я буквально, на тот момент я работал в «Мукле» уже 2 года. Это какой год был? 2010. Я начал работать в 2008 осенью. Угу. Ирина как раз жила в Киеве и занималась миниатюрой немножко. Занималась. Я была больше коллекционером фэшнки и немножко делала миниатюру для них. То есть я в первую очередь на самом деле интересовала именно не фэшн, а делать такие вещи, как мебель, там всякие эти там посудку, еще что-то такое. Вот. То есть создавать как бы среду для кукол в первую очередь. То есть я и в детстве это делала целые как мини-деревни из картона и пластилина, то есть дорогу. То есть, а так-то у меня айтишное образование, поэтому так работала, в общем, на тот момент это на полставки там. А как вы встретились? Каким образом? Мы Один познакомились. живет в Украине, второй живет в России. Вдруг вы встречаетесь. Каким образом? И у вас начинается проект совместный. На тот момент в Украине было меньше выставок именно связанных с куклами. Я ездила к друзьям просто посмотреть, то есть как типа погулять и встретиться с друзьями и посмотреть на выставки. То есть, и, собственно, этих друзей, которые тоже занимаются куклами, фэнтези куклами, мы их познакомили. У них техника Мосфильмовская, как для анимации, они делают мотаные куклы из колготок на каркасной основе. Я не знаю, они сейчас этим занимаются, но на тот момент они делали и лица из ПВА. И бижутерку всякую. Да, тоже из кожи работали, да, очень интересные люди. Вот, и я тогда к ним в гости ходил и встретил Ирину, которая как раз приехала на выставку на Тишинке. Это была моя, кажется, вторая выставка. Да, вторая. В 2010 году. Или третья. Я не помню. Я просто сам учился египтологии. Чему? Это очень... Египтологии. Египтологии? Я изучал Древний Египет. Вот. Это очень неожиданно, я понимаю. Да. Получается, что я где-то в процессе осознал 2 вещи, что, во-первых, мне больше нравится искусство, и я пришел ради искусства египетского изучать это все. А во-вторых, банально очень эксклюзивная профессия, очень мало рабочих мест, и все наши вакансии были заняты предыдущим выпуском. То есть нужно было ехать в Германию и искать рабочее место там, а там тоже полно своих египтологов. Или как-то еще что-то придумывать. В общем, в принципе, это был нормальный карьерный путь, но мне как-то в процессе больше понравилось что-то делать руками. Ага. А это как-то помогло в дальнейшем при создании кукол?
Да, Или во как-то, или, многом. скажем так, оказала как-то влияние? Честно говоря, я до сих пор хотел, ну, у меня есть идея одного проекта, я не знаю, буду ли я его делать когда-то или нет, потому что проекты, они растут как фракталы во все стороны. То есть хочется развивать каждую часть, и я сейчас немножко в другую область ушел. Но у египетского искусства очень своеобразная трактовка образов. Они работают не объемами, а линиями, даже в скульптуре. И вот эти вот линии у современных художников, у них, ну, редко у кого есть такое линейное решение, это ближе к азиатам. И у азиатов чаще появляется вот такое линейное силуэтное решение скульптуры, тоже потому, что они насмотрены на иероглифику, они привыкли к чертам, то есть к тому, что они считывают изображения. То есть это отчасти была тема моей научной работы, соотношение изображения и текста, как они взаимодействуют между собой, потому что в египетском искусстве там не было четкой грани между изображением и текстом. Были очень декоративные тексты, которые буквально перетекали в изображение, но при этом их по-прежнему можно было читать. Это из священных текстов, которые высекались на камне, которые более, ну, выглядят как картинки, а не как скоропись. Да. Продолжать в этом мире. Ну, там немножко другой механизм. Просто у фонетических график у них другая идея. А с изобразительными иероглифическими графиками там получается, что есть точки остановки, где рука проводит черту и останавливается. То есть для китайской иероглифики это количество черт, для египетской это углы. То есть вот каждые птички, они имеют определенные повороты, и нас учили писать, и это реально помогает понять механизм. То есть пока не начнешь писать это руками, ты не понимаешь в принципе, как эта идеография работает. Вот. И я увидел ту же идеографию в статуях. И у меня была идея, которая не очень зашла на нашей кафедре. В общем, там ее то ли не поняли, то ли я не сумел донести, что почерк в скульптуре, он сродни этому иероглифическому почерку, и таким образом можно датировать изображение, его локализовать и так далее. И я тогда прикидывал, что для этого нужен научный институт. Самое интересное, что сейчас это может сделать искусственный интеллект на той же базе. Гораздо проще. Только как бы спустя 20 лет. Это очень печально, потому что 20 лет назад, если бы это уже существовало, я бы тогда, может быть, и продолжил научную работу, а сейчас уже как бы другая область. Но невозможно всем заниматься. Но получается, что вот это вот видение силуэта, оно мне дало возможность делать выразительную скульптуру, еще фактически не зная анатомии и не умея лепить. То есть я больше начинал от абстракции, и, получается, анатомию доучиваю по ходу до сих пор. Здорово. Кто из вас чем занимается в дуэте? Я придумываю концепты, леплю, собственно, скульптуру, ее отливаю, дальше мы ее обрабатываем вместе. То есть я распиливаю, шкурим мы вместе, собираю, крашу и шью. И делаю парики. Вот. Ирина занимается всем медиа. Она разговаривает с клиентами, обрабатывает, делает фотосессии, обрабатывает, пишет многие истории, которые мы вместе придумываем
какие-то концепты обсуждаем, то есть сложно сказать, кто автор концептов, потому что это все рождается в обсуждении, какие-то идеи появляются, но пишет текст и больше она. Мгм. И 3D-модели делает она тоже для нашей аксессуарки. Отлично. У вас очень такой слаженный дуэт, судя по всему, и выверенный, правильно? Никто не залезает на чужую территорию, и при этом каждый занимается своим делом. Ну, мы бы с удовольствием бы залезли поглубже в чужую территорию, только времени на все не хватает. Да, и я, честно говоря, все мечтаю, чтобы у Ирины появилась возможность больше именно делать миниатюры. Она сейчас делает потихоньку миниатюру для разных маленьких фотосессий, для более мелких кукол наших. Ой, не только. Да, и для этих тоже, да. Но хотелось бы, конечно, побольше, потому что у меня такое ощущение, что получается, что она делает всю такую работу больше Всё, да. не руками, да, а на ручную работу ей не хватает отдушин. Понятно. Откуда взялось название Nothing Sapiens? Это появилось, когда был еще ресурс Diary.ru, дневники. Там всякий народ был, художники, поклонники аниме, косплееры, ролевики, вот этого все, да, такое. И это был никнейм местный, который изначально был его никнейм. Да, мой персональный, который появился как с двойной трактовкой, то есть либо ничего... 2008 да, 2009 года он был. 2007. Может, 7. По крайней мере, я еще помню твой Да, старый ник. да. Ты его сменил. Он может расшифровываться двояко. Либо ничего разумного, либо разумное ничто. Вот. И что вам ближе? Или зависит от ситуации? Мне чем больше значений, тем интереснее, потому что мне интересно играть с концептами. Угу. Вот. И это как бы на тот момент было такое психологическое решение, потому что я себя так воспринимал. Это отчасти из каких-то духовных поисков. Я интересовался разными религиями, там залезал в буддизм, но получилось, что мне ничего не понравилось из этого. Как-то религия ко мне вообще не прикрепляются никаким образом. Вот. Но вот этот вот концепт, что мы это организованная пустота, то есть энергия, организованная в какие-то узелки, и фактически мы ничего. Но при этом есть какой-то разум, осознание, вот это вот все. Это где-то из того же периода. Наверное, так. А сейчас это обрастает постепенно разными смыслами, особенно в последнее время, когда все обсуждают уже нечеловеческий разум и так далее. Ваши концепты, как они появляются, что это вообще такое, природу вот этого концепта, и как вы можете охарактеризовать тот стиль, в котором вы работаете? Можно, наверное, разделить на 2 вопроса, ну вот как бы... Ну да. Честно говоря, я не знаю. Со стилистической точки зрения мне хочется попасть куда-то между комиксом и реализмом. Да, и фэшн-куклой. То есть это не абсолютно реалистичная анатомия, все-таки гротескная. Больше в сторону выразительности. Но при этом как бы от голой выразительности я стараюсь все-таки прийти к человеческим пропорциям.
Потому что раньше у меня были более крупные головы, и, честно говоря, они с научной фантастикой, именно такой классической, серьезной, хардкорной, не очень сочетаются. То есть это уже как какой-то элемент несерьезности. А мне все-таки хотелось сейчас делать что-то более не фотореалистичное, но Воспринимающийся воспринимающееся не как- как игрушка, не как какая-то шутка, а как что-то более серьезное. Но, в принципе, это все условности, конечно. Это просто... Есть замечательные комиксы, в которых больше головы такие, что... но при этом достаточно серьезные темы поднимающие. Ну да, естественно. То есть Главный вопрос первого впечатления, конечно, и тут есть и традиции. это на самом деле все результаты какого-то сдвига стилистики, когда хочется и то, и другое попробовать, и на чем-то останавливаешься, на чем-то не останавливаешься. Вот от больших голов я сейчас ушел. Больше еще какие-то человеческие пропорции. Вот. А по поводу историй, изначально это все начиналось как увлечение научной фантастикой еще в начале 2000-х и фэнтези. И у меня было очень много друзей, которые занимались косплеем и ролевыми играми. И мне Он еще и жил в Казани тогда, и в но это Питере. центр по-своему движения, да. И я никогда не был в этом движении, никогда ни во что не играл, но всегда где-то сбоку. И общался с разными людьми, потому что они были в целом довольно интересными все. И мне хотелось написать книгу, которой мне не хватает. Вот как-то какая-то или сказка, или история, но именно то, чего не хватает мне. Я тогда, в начале 2000-х, мне было 16 лет, и я понимал, что мне просто не хватает ни опыта, ни знаний написать такую книгу, и я решил это отложить. Потом это переросло в желание сделать комикс. Комикс я до сих пор, у меня были попытки, я ими пока не делился, потому что они недостаточно хороши с графической точки зрения. Это надо еще подтягивать, и в какой-то момент я, наверное, выделю на это время, потому что я хотел нарисовать комикс, но не представлял, как писать истории, не представлял, как рисовать, как делать раскадровку и так далее. Сейчас чуть больше об этом знаю, и, возможно, в какой-то момент что-то из этого доделаю. Да, сейчас мы делаем иногда фотокомиксы. Да, сейчас мы стараемся делать истории с иллюстрациями скорее, там больше текста. То это, то. Ну да. То есть есть такой жанр, чаще даже у коллекционеров кукол, азиатских кукол, фэшн-кукол, когда они снимают истории со своими куклами. И у них либо законченные истории, либо какой-то сериал, есть персонажи, и есть какой-то и бэкграунд, и миниатюра. И это все довольно-таки интересно, очень многогранно, но при этом очень затратно по времени и по усилиям. И мы в какой-то момент начали собирать декорации на 1:4 в масштабе. В моих коллекциях было много миниатюр 1:12 и 1:6. И это занимает много места. Сейчас у нас просто нет доступа в большинстве. Да, мы оставили, когда переезжали, большую часть наших декораций, коллекции миниатюры, это все. Но здесь мы нашли совершенно другой ресурс, это испанские подоконники. Они очень классные для съемки разных историй, как фоны. Особенно в домах, где ставни закрыты, никто не живет или никто их не открывает, и они действительно очень атмосферные, классные, и под часть наших историй они подходят.
А Ну и, в принципе, Испания как-то повлияла на вашу работу? м, скорее переезд повлиял, но и Испания тоже. Тут сложно что-то одно выделить, потому что после того, как мы переехали, нам пришлось переосмыслить очень много вещей и переорганизовать очень много вещей. Это как бы настолько все в один клубок слилось, что Да. сложно выделить, что из этого куда. Мы просто сейчас настолько по-другому работаем. То есть мне всегда хотелось отталкиваться от минимализма, но с другой стороны, как бы жадность, если ресурсы, материалы, там, миниатюру, какие-то фоны есть куда складывать, то они копятся. И чем их больше, тем меньше они используются. Вот такой вот парадокс. Вот так. Получается, что для того, чтобы оптимизировать нашу работу и подготовку историй, нам пришлось вынужденно отказаться почти от всего нашего инвентаря. Отчасти очень. Но да, части не хватает, конечно. Вот. По историям, вот я начал с книги, хотелось написать фэнтези, а потом в какой-то момент захотелось переделать это в научную фантастику. Чтобы там было много космоса, много инопланетян и какие-то неизведанные горизонты. И сами концепты, идеи – это тоже то, чего в жизни не хватает. То есть какая-то надежда, ощущение открытия, неизведанного и разумный, осознанный поиск себя в этом мире и, в принципе, живой интерес к миру. Вот это, в принципе, то, что хочется воплощать в куклах. Поэтому то, что мы делаем, это персонажи, как бы часть истории, это не только физический объект, но это как бы окошко в этот мир. Мгм. А то, что вы представляли в Мадриде на Муникарте, там же тоже были и инопланетяне, и у вас стенд был двусторонний. Можете рассказать, о чем это было? С одной стороны, это наш более человеческая часть нашего проекта. Это мир фактически 400 лет спустя. Это другая звездная система. И там есть несколько локаций. Там есть планета, на которую переселились потомки выходцев из африканского континента. Преимущественно, да. Они где-то в конце 21 века улетели на корабле, на котором должно было пройти много поколений. Они попали в червоточину и оказались в другой звездной системе. Не так много поколений прошло. Да, там не так много поколений прошло. В пути они переболели вирусом. В результате большинство из них сохранили признаки альбиносов, но более здоровых альбиносов, чем это происходит на Земле, поэтому они скорее ближе к нам, не совсем белые, даже частично загорают, но темные африканцы у них тоже рождаются, считаются очень красивыми, и такой своеобразный мир. И там прошло на этой планете порядка 300 лет. У них за это время произошли многие события, они выстроили мегаполис, который привезли с собой как проект в разобранном виде, поэтому их города, они совершенно не похожи на наши, а организованы сразу большими жилыми блоками. И
у них другая социальная структура, которая появилась вот на тот момент, о котором мы рассказываем, относительно недавно. Она заключается в том, что гражданину дают, не дают единый пакет прав по совершеннолетию, а он участвует в разных активностях, сдает разные экзамены и всю жизнь учится, получая себе разные допуски, ключи. И поэтому получается, что там у всех, кроме каких-то базовых прав, допуски очень разные. И они зависят от того, сколько человек в это вложил своих усилий, сколько он учился, насколько он старался и так далее. То есть я понимаю, что эта идея достаточно идеалистическая, и в принципе я не планировал прописывать это как идеальное общество. Но и там достаточно много своих проблем, причем тех проблем, с которыми мы, например, не сталкивались. Но при этом интересно посмотреть просто, как это будет работать хотя бы в качестве модели. И у меня сейчас серия кукол – это младшие подростки, 12-13 лет, которые начинают жить взрослую жизнь частично. Постепенно, да. Нарабатывать себе эти допуски и все прочее. Некоторые из них живут с родителями, некоторые из них начинают как-то сепарироваться постепенно, но при этом никто их не выкидывает из гнезда, при этом никто их не заставляет сразу полностью себя обеспечивать. И при этом нет какого-то прессинга и ожидания от того, что они должны к какому-то моменту полностью быть готовыми взрослыми, при том, что им до этого момента ничего не разрешается. То есть им постепенно выдают какие-то разрешения, и они постепенно учатся жить. Вот такой вот эксперимент, мысленный. И это как раз представляла верхняя часть одной стороны стенда. А снизу это гораздо более мрачное общество. Там есть поле астероидов в этой звездной системе, и там произошел некоторое время назад конфликт. В итоге там остались колонии пиратов, которые у них очень много разной нелегальной активности. В принципе, у них есть договор с основной планетой, что те их не трогают, но они периодически устраивают неприятности. И там подростки оказываются совершенно в другой ситуации, когда они вынуждены выживать. Причем в условиях без правил, в условиях... какие-то правила там есть, но это мафия. Это достаточно тяжело. И один из моих персонажей – это девочка, которая выбрала быть гладиатором, потому что другие альтернативы ее не устраивали. Поэтому она учится на гладиатора. Она есть у вас? Да, вот она. Да. Вот. И вот у нее 2 протеза, но и вот здесь я сделал шрамы. Да. Это все выглядит достаточно страшненько. Да, да. И как в любой, в общем-то, серьезной научной фантастике, мне захотелось посмотреть, что будет, если. То есть, что будет, если вот такого вот ребенка взяли и еще в достаточно раннем возрасте вытащили в более благополучное общество. И получается, что с одной стороны она привыкла отвечать за себя, она привыкла принимать очень сложные решения в невозможной ситуации, и она оказывается
Только это, конечно, доступно такому. Да, насколько это доступно, да, в этой ситуации. И она оказывается в обществе, где внезапно она может существовать, просто жить. И никто от нее ничего не требует, кроме того, что она была бы способна просто сама позаботиться о себе и обеспечить себя, и не создавать никому проблем. И как бы вот такая ситуация. Я сейчас как раз пишу этот рассказ. Это очень тяжело, потому что это еще и отражает личные переживания по поводу того, как разные идеологии влияют на людей в разных местах. И насколько, в принципе, агрессия взрослых, она меняет мировоззрение детей. Вот. В принципе, у нас сейчас довольно сложные темы идут с каждым персонажем. У нас сейчас их всего получается 4,5. А можно их поближе покажите, Да. пожалуйста? Вот. Угу. Это основные персонажи. У нас есть еще тут, то есть Да. это куклы, которых мы как бы оставляем пока себе. А есть еще куклы, которые мы пишем маленькие истории, они обычно более легкие, более такие, ну, то есть короче, которые как бы, ну, как поддерживают образы кукол, которые мы предлагаем, то есть, людям. Мгм. То есть вот это Альфа, она гладиатор. Это Дамми, она фактически искусственный интеллект, но воплощенный. И это тоже довольно интересная тема для того, чтобы как-то это поизучать, потому что мне всегда было интересно, каким образом проявляется разум, осознанность и так далее. И вкратце ее история состоит в том, что она попала в пограничное состояние между личностью и неличностью. Но немножко Покажите ее Вот. отдельно, да, поближе. Да. Чтобы могли посмотреть зрители, да, в то время, когда вы рассказываете, чтобы они видели, о ком идет речь. Да. Был такой проект. Там, как всегда, очень долгие предыстории. И мы сейчас работаем над тем, как это вписать в короткие рассказы, чтобы это было вообще понятно. Есть некая аномалия в этом мире, которая фактически является полем, и она разными людьми называется мир снов или поле снов и так далее, и туда можно попасть, в том числе и физически, и с ним можно взаимодействовать сознанием. Есть организация, которая изучает эту аномалию, и все в той же звездной системе. Там вообще, как в любой дурацкой фантастике, все сразу. Вот. Должно посмотреть. Да, и это как бы выросло из того, что я очень любил мифы, очень любил вот эти вот истории, легенды и саму идею мира снов, и вот это вот мифологического времени, мифологического места, вот это вот место, где существуют концепты, и мне хотелось превратить это в реально существующую вещь, то есть как фантастическое допущение. То есть, а что, если такая штука реально существует? Ну, это как вроде воплощенный интернет, в который люди попадают отчасти, в состояние да. транса. Ну, Да. совсем грубо. Вот, и этот проект, эти исследователи, они заказали себе специальных андроидов, человекоподобных, автономных, которые могли бы работать с оператором в этом пространстве. И фактически это
эмпатические андроиды, которые рядом с модератором помогают усиливать его способности, взаимодействуя со сновидцем. Они спасают каких-то заблудившихся безумных людей, решают какие-то проблемы и так далее. Вот. И они заказали партию таких роботов, и в какой-то момент одного из роботов пираты похитили. И вот это фактически вот это вот. При этом они ее использовали, ну, как всегда люди делают, если что-то может быть сделано для того, чтобы сделать что-то хорошее, из этого можно сделать что-то плохое. Ну, огрубляя. То есть, если абсолютно эмпатичный андроид может стать твоей мечтой, может стать твоим спасением, может решить какую-то твою проблему, может тебя идеально отзеркалить, то он же может стать твоим кошмаром. И это то, что сделали пираты. Они использовали вот этого конкретного андроида для того, чтобы пытать людей. Вот. И дальше я начал изучать, как, в принципе, искусственный интеллект справлялся бы с подобными задачами. То есть, что было бы для него критичным, что было бы для него не критичным из того, что мы знаем сейчас. Вот. И я начал обсуждать это с разными искусственными интеллектами, как раз чтобы глубже погрузиться в проблему. Потому что это фактически, ну, как жонглирование концептами. Эти все концепты есть в человеческой культуре. Собственно, за их пределы мы выйти не можем. И есть какая-то особенность работы систем, которая нам известна уже сейчас. Значит, в принципе, ну, на данный момент это какой-то более-менее похожий на правду ответ. Вот. И когда вот этого робота похитили пираты, они поменяли ей ключи, они сделали так, чтобы она воспринимала своих новых хозяев модераторами, то есть ее нормальными руководителями. И в какой-то момент она поняла, что их поведение иррационально, неэффективно, что их задачи, в общем-то, не приводят ни к чему. То есть, например, причинение кому-то боли, неудобств и так далее без конкретной цели бессмысленно, неэффективно. И она от них сбежала. При этом вот этот вот интеллект, у которого не может быть какого-то своей точки зрения о происходящем, но при этом у нее есть опыт эффективного решения проблем и неэффективного. У нее нет понимания человеческих эмоций, но у нее есть представление о том, что более оптимально и менее оптимально. И она, вот самая интересная часть, с которой мы работали с искусственным интеллектом, с этими рассказами, это лексика. Фактически мы дошли до очень живых эмоциональных диалогов, выраженных нечеловеческим языком. То есть это когда кто-то говорит, например, мне некомфортно, а она будет говорить, я считаю эту конфигурацию неоптимальной и настаиваю на прекращении данного действия. Вот. И получается, что у нее появляется собственное мнение, когда ее обратно забирают ее старые руководители-модераторы, которые, ну как, они не являются какими-то волшебниками, добрыми, там, идеальными людьми и так далее, но они просто преследуют другие цели. И она начинает анализировать разницу. То есть как бы
первый мой мысленный эксперимент состоял в том, что искусственный интеллект, у которого есть тело, то есть телесная обратная связь с миром и некое представление о течении времени, то есть оно не существует во времени, но оно регистрирует последовательности. То, что не делает обычный искусственный интеллект по норме. Вот. И это уже меняет немножко картину того, что оно будет из себя представлять. А когда у него появляется возможность собственных предпочтений, это уже следующий этап. И это еще не личность, но это что-то, что создает в окружающих очень такое странное ощущение. То есть то ли это как бы другое разумное существо, то ли это машина. Вот. И вот эту вот грань мне хотелось исследовать как раз в форме вот этой вот куклы и ее истории. То есть эту историю мы начали, но еще не закончили полностью. То есть это был проект, который мы посылали в Ригу, твой зеркальный. Это то, что я возила на Ригу. Да. Your Predictive Companion. Вот. Это, собственно, вот, да, your predictive, твой предсказующий компаньон. Да, это абсолютно нейтральная кукла, то есть это заводские настройки, можно сказать. Да, что мы не сказали, потому что мы все пишем сейчас по-английски. Ну да. Все тексты. Поскольку очень тяжело как бы... И с искусственным интеллектом тоже общаемся. Да, потому что мы ориентируемся на мировое сообщество, поэтому мы сразу стараемся все делать по-английски. Вот. А вот раз уж возник вопрос про мировое сообщество, существует такое мнение, что вы более популярны в США и более понятны в США, чем в Европе. То есть это так? Или если это так, то почему? Чем в России скорее даже. Чем в России? Да. В Европе, в принципе, нас тоже знают, хотя сейчас чуть больше, чем раньше. А в США по какой-то причине да. Ну, тут, наверное, и язык, плюс все-таки в Европе не везде английский основной язык. Во-вторых, все-таки экономическая ситуация еще несколько лет назад была такой, что в США больше люди могли покупать дорогих кукол, дорогих. То есть сейчас уже не так понятно, не так очевидно все после последних лет. То есть, наверное, эти два фактора скорее сложились. Может, еще что-то мы делали. То есть не так, что было нет. Но, с другой стороны, не знаю, как бы. Но, скорее всего, это два основных фактора. Потому что в Британии, например, тоже есть наши куклы, то есть их покупают, и все, там опять же тоже язык. Да, в Британии у нас есть несколько постоянных коллекционеров, у которых есть практически все наши куклы. То есть то, что вы показали, это фактически, наверное, то, что с развитием искусственного интеллекта, то, что беспокоит всех, и, наверное, вот кто-то не может выразить словами, не может как-то выразить это вербально, свои тревоги, свои мысли, и вот ваша история – это как одна из версий возможного развития искусственного интеллекта, и во что это может и вылиться. Очень приятно, мне очень нравится, очень современно. Да, причем мы разные научно-фантастические задачи ставили раньше, но сейчас как-то получилось, что реальность внезапно догнала нашу фантастику. Да. И это очень удивительное ощущение. То есть у нас в какой-то момент даже на коробках кукольных было написано «Будущее сегодня», потому что это мое ощущение. Вот когда читаешь фантастику 80-х, 90-х, и в 2000-е ты понимаешь, что космических полетов нет, но в таком объеме, но многие другие вещи, о которых писали, они вполне себе рядом.
Все-таки этот формат есть. Ну да, марсоход уже там 12 лет катается. Это удивительно. И Хаббл тоже, и его потомки снимают такое, что аж... Вот. И мне поэтому интересны куклы как возможность использовать очень много средств для того, чтобы выразить какую-то идею с разных сторон. И вот еще другая часть нашей работы, с которой я познакомился в Мукле, это сообщество клиентов, то, что называется фэндом, какой-то круг людей, которые занимаются совместным творчеством. Они не просто коллекционируют нашу куклу и ставят ее на полку, но они могут, например, купить куклу и сделать из нее своего персонажа, полностью воплотить свой образ. И нам хотелось исследовать, как мы можем взаимодействовать с людьми, чтобы делать какие-то совместные проекты, создавать какие-то ивенты, какие-то события, в которых было бы больше взаимодействия, было бы больше обратной связи, и истории мы как бы писали не только сами, что люди бы участвовали в историях. Это очень классно было в Мукле, когда был форум, были истории, были какие-то очень активные люди, которые организовывали взаимодействие, общение, какие-то совместные фотосессии. И почему это появилось вокруг Муклы? Потому что там была легенда. Там была вот эта вот закрытая школа и девочки со своими историями. И это то, что меня тогда искренне зацепило, как то, чего не было буквально нигде. Ну, оно условно было. Условно было, но с таким взаимодействием нет, конечно. Ну, да. Это, мне кажется, самая мощная часть вот этого как проекта. Фэшн-кукол, ну, то есть есть истории даже у тех же Барби или Fashion Royalty. Ну, но кто помнит эти истории Fashion Royalty на самом деле, там все потому что там не было такого взаимодействия. Ну, да, там просто типа как биография была написана, и все, их даже никто не читал. Это совершенно просто другая история. Вот. А мы отчасти пробуем какие-то форматы, но поскольку у нас получается сам проект достаточно громоздкий и очень трудоемкий, то у нас не всегда на это хватает сил. То есть мы раз в год организуем какое-то вот такое вот мероприятие. Плюс-минус. Да. Конкурсы, там какие-то загадки задаем. Вот, с этим самым с Predictive Companion там тоже получилась интерактивная история в Stories Instagram, когда мы задавали вопросы в реальном времени, каждый день все больше раскрывая вот эту вот историю. Потому что я тогда только начал общаться с искусственными интеллектами, и мне было интересно, как люди переживают тоже вот этот опыт, кто с этим взаимодействовал, и мы сфокусировались на этом, а потом представили персонажа и как-то ввели вот это вот взаимодействие вместе параллельно с появлением истории этого персонажа. Такой был очень интересный. Мы этот формат назвали Experience и сохранили тоже в закрепленных историях Инстаграма как такой своеобразный арт-проект. Нам понравилось. В целом, насколько мы поняли, людям тоже понравилось. Но я не уверен, что мы часто потянем такое делать, потому что просто это тяжело. То есть тяжело каждый день, часто даже круглосуточно взаимодействовать с людьми, потому что у нас очень много американских подписчиков, и мы часто ночью отвечаем, там с утра отвечаем, когда видим, тогда отвечаем. Именно если это такое живое взаимодействие. Вот. И при этом надо как-то работать параллельно.
Ты должен, вас нужно планировать, и Да. один клон общается с подписчиками, а другой клон делает куклу и концепты создает. Ну, когда идут такие проекты, мы вместе общаемся, Мгм. естественно. Нет, в смысле, что нам надо клонов, Ну, один шлифует, другой... ну это да, это наша мечта, конечно. Да. Тут самая большая проблема с этими проектами, что мы пока не нашли, как их финансировать, потому что это пока чисто на энтузиазме. Естественно, мы не можем себе позволить часто это делать. Да. Вот мы стали истории больше не в Инстаграм выкладывать, а в Patreon, Ну да, мы сейчас осваиваем формат Патреона. У потому что нас там истории в просто... основном там, да, а Да, долгие истории Инстаграм не воспринимает. Ну да, Видео много встаёт. текста, то есть мало кто читает в Инстаграме много текста, а особенно то есть есть аккаунты, которые как бы сразу изначально, да, они как бы вот, ну, то есть на тексте построены в основном. Ну, вот, это в основном всякие там, не знаю, коучи, еще что-то, ну, то есть психологи. А у нас просто изначально визуальный контент, как бы куклы, Ну да. то есть поэтому в таких аккаунтах не всегда даже люди читают, что там написано под картинкой, просто Визуальный контент, он считывается в момент. И, ну как, промежуток внимания где-то 2 секунды в среднем. Да, да. Верно ли утверждение, что художники по куклам – это такие невыросшие дети, которые теперь придумывают себе миры и живут в них? Ну, мне кажется, что понятие дети и взрослые стоит очень сильно подвинуть. Потому что на самом деле даже 100 лет назад очень интересные творческие люди продолжали как бы играть и делать какие-то неожиданные вещи с теми предметами, которые для этого не предназначены. И, в принципе, это можно было бы назвать детской игрой. То есть то, что делал, например, Пикассо с сидением от велосипеда, когда он сделал из него голову быка. Это шикарная работа, это очень неожиданная работа, и как бы такое мог бы сделать ребенок, но тем не менее это очень крутая работа. То есть, мне кажется, что с художниками по куклам то же самое, потому что куклы – это одно из самых неформализованных пока областей, одна из областей искусства, по которой нет каких-то правил. Здесь больше свободы. А графическое искусство очень сильно определяется стандартами, наработанными веками. А у нас все очень новое. А шарнирные куклы, вот игровые куклы, массово появились в начале 2000-х буквально на наших глазах. То есть как массовое явление. Мы буквально были в Барселоне на юбилейном стенде фирмы Volks. Первая фирма, которая начала делать больших шарнирных полиуретановых кукол. И это был такой 2000-й, 2001 или 99-й, по-моему, у них первые релизы были. В принципе, осталось очень много неисследованных областей в этой области. И то, как можно делать кукол, и то, что можно делать потом с куклами, когда они уже в образе. И статические куклы, это тоже... Ну, я когда начинал, я считал, что шарнирка – это игровые куклы, это не так серьезно, это не так искусство, как статические. Это был 2006 год. И буквально в следующие 2-3 года я убедился, что это полностью не так. Потому что появились куклы, которые были искусством подвижным. То есть я столкнулся со множеством таких проектов, и азиатских, и Мукла тоже. Ну, Мукла – это, в принципе, шедевр дизайна на тот момент, то есть концепта дизайна.
может быть, она не настолько идеальная с анатомической точки зрения, с точки зрения правильности, но как концепт она просто шикарна. И азиатские работы тоже от чистого листа, от какой-то универсальной анимешной болванки, они дошли до очень серьезных работ, даже местами философских. Так что полностью перевернули мое представление о том, что правильно, что нет. Могут ли художники изменить мир к лучшему? Художники по куклам, в частности. Ну, можно как бы взять более широким бреднем художники возьмем. Ну, Люди искусства, творческие люди. Совсем широко беру. Ну, я не представляю на самом деле. То есть мне кажется, кажется, скажи. что все как-то меняют мир, вопрос в степени. Ну, то есть, да, но вопрос в степени. вот так вот, что прямо как революция, типа, и все поняли, конечно, нет. На самом деле я много... Потому что, извини, можно я такой Да, конечно. Потому что, чтобы человек как-то воспринял какую-то мысль, и что-то в нем изменилось, это должно быть, во-первых, у него что-то должно случиться как бы внутри, он должен быть готов воспринять какое-то послание, ну, то есть, как-то так, мысль какую-то. То есть, все, конечно, очень сложно, как бы, ну, вот так вот прямо, как бы, ну, то есть, ну, скорее всего, какой-то, ну, то есть человек, который что-то делает в искусстве, то есть более-менее заметен, он влияет на мир больше. Ну, то есть так же, как, например, инфлюенсер, там, я не знаю, с миллионами подписчиков, он влияет на мир больше, чем какой-то средний Вася, которого там 200 так, человек читают его знакомых. Ну, то есть, и, скорее всего, это так и работает. Ну, то есть просто послания, которые, ну, как бы, какие-то вещи, которые делают художники, они чуть больше влияют, но не так, чтобы прям кардинально. Скорее всего, в большинстве случаев. И что хотел сказать? Ладно, говорит, потому что... Ну, я просто тоже думал, но на самом деле, насколько громко вообще что-то может сказать художник кукол. Так, чтобы это было слышно. То есть не изменить мир уже дальше сам решит, меняться ему или нет в соответствии с этим. Вот. Но мне кажется, что можно делать разные вещи. То есть, во-первых, можно говорить достаточно громко, достаточно заметно, достаточно выразительно. Можно взаимодействовать, показывать, как... Ну, есть люди, у нас есть некоторые клиенты, которые пишут, что сделайте нам, как вы видите, потому что нам очень нравится, но мы как бы сами не хотим что-то придумывать, мы ищем как бы готовое до какой-то степени решение, но при этом наш творческий подход в том, как мы его ищем и что мы с ним делаем. Вот. То есть давать людям разные способы творческого самовыражения при помощи своих работ. То есть кто-то захочет все полностью переделать на базе куклы Бланк, кто-то захочет как-то взаимодействовать уже с готовым полностью сложившимся концептом. Вот. А кто-то захочет, не захочет именно куклу, но ему будут интересны образы, идеи и так далее, и он будет взаимодействовать в этой плоскости. Вот. И само взаимодействие – это то, что меняет мир, потому что дает людям от отдушины до возможности реализовать что-то, что никак невозможно было реализовать в другом месте. И есть, конечно, еще одна тема – это рабочие места. Мы пока работали в России, и когда у нас была мастерская, старались давать нашим знакомым, друзьям по возможности рабочие места. Там, где им, у них были какие-то степени свободы и возможность делать то, что они хорошо делают, при этом на этом что-то зарабатывать. Но это самая сложная для нас часть, потому что в Испании это сложнее организовывать.
Ам, У меня время уже подходит к концу, а вопросов миллион, поэтому, если не возражаете, мы сделаем еще одну встречу через какое-то время. Я задам все, что у меня тут накопилось. Вот. Сейчас на прощание какой-то творческий лайфхак вы можете рассказать, показать? Я думал на эту тему, и у меня опять родилась история, а, что можно делать с искусственным интеллектом. Ага, Это, давайте. это в основном как раз самое новое, что меня сейчас увлекает, поэтому я сейчас в основном про это рассказываю. А как раз самое большое опасение художников – это то, что либо кто-то их работу скопирует или сделает что-то на основе их наработок и так далее, либо что они потеряют свою творческую жилку, разучатся что-то делать сами, если они будут просить решать какие-то задачи за них. И я для себя нашел достаточно много возможностей использовать искусственный интеллект так, что это скорее обогащает, чем мешает развиваться. И, например, есть такая интересная вещь, как виртуальное прототипирование. Это когда есть какая-то идея, которую, например, хочется создать костюм в каком-то стиле, с которым ты обычно не работаешь, и каких-то наработок нет. Есть материалы, есть кукла и есть какое-то количество эскизов. И, в принципе, можно посмотреть, не портя ткань, не тратя время, можно посмотреть, как это все будет выглядеть, если сделать такую подборку, фотографию, например, куклы, полный рост, несколько эскизов и образцы материала в масштабе куклы. И можно, например, с тем же чатом GPT я работал с этим вопросом, можно в него загрузить вот эти картинки и попросить по этому эскизу вот эти ткани одеть на эту куклу с максимально четким размером, заданием, стилистическим комментарием и так далее. То есть чем четче прописано это задание, тем лучше будет результат. Там, в принципе, не так много попыток, и получается... Бесплатные версии. Да, бесплатной версии. Я говорю, не так много попыток нужно для того, чтобы получить годный результат. И буквально можно даже попробовать какие-то, бывают сторонние идеи, буквально вот так. Там вот нужна полосочка или не нужна? Рюшечка там нужна или не нужна? Просто можно посмотреть, как она будет Там выглядеть. разрез вот на этой фигуре нормально будет выглядеть или ненормально? То есть, в принципе, это модельеры делают путем прорисовки множества эскизов, создания макетов и так далее. Это огромная работа. Часть этой работы можно сократить таким образом. И единственный момент, что все-таки он не видит объем достаточно хорошо, то есть постоянно надо держать в голове, если нет уверенности, где он сделал какие-то швы, выточки, разрезы и прочее, можно просто прямо спросить. Он прямо на месте наврет. Его надо еще раз проверить. То есть вот такая вот работа, она очень сильно сокращает время на разработку, серьезно. Да, спасибо, потому что лайфхаков по искусственному интеллекту у меня пока еще не было, еще мастера еще Спасибо большое, ребята. И, дорогие друзья, ссылки на профили Тибура и Ирины вы найдете в описании к этому видео и на Patreon, ребят, в том числе. Это были Тимур Зелиев и Ирина Панюшкина, проект Nothing Sapiens. Спасибо большое и до скорых встреч.
Все. Спасибо, что